Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить чебуреки с мясом по очень простому рецепту. Чебуреки получаются вот такие замечательные, воздушные. Вы видите, как надувается тесто? Оно хрустящее, пузырчатое и внутри много сочной начинки. Конечно, от таких чебуреков никто не сможет отказаться. Перед ними невозможно устоять. Эти домашние чебуреки, на мой взгляд, намного лучше и вкуснее, чем в чебуречной. Рекомендую приготовить и попробовать. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку. В чашку с горячей водой добавляю соль. И перемешиваю, чтобы соль растворилась. Замешивать тесто я буду ложкой, так как, конечно, вода горячая. Делаю в муке углубление и вливаю воду. И сразу же вливаю сюда растительное масло. Тесто это получается очень гладкое, эластичное. С ним легко работать. Сначала все перемешала ложкой. И сейчас попробую тесто замесить уже руками. Тесто немного остыло. Самое главное, действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. Тесто я собрала в один ком и сейчас домешу его на столе. Буду месить его примерно 5-7 минут, чтобы оно стало более эластичным и гладким. Я хорошо все вымесила. Тесто получилось эластичное и вместе с тем упругое. Перекладываю его в пакет и оставлю отдохнуть минимум на 30 минут. Для приготовления мясной начинки мне понадобится мелко порежу лук. Лук я рекомендую именно порезать, а не измельчать в блендере. Тогда начинка получится более сочная и вкусная. Лука я использую много. Его столько же, сколько и фарша. Лук перекладываю в миску. Добавляю фарш. Я использую фарш говядины. Можно использовать фарш ассорти или любой другой, какой вам нравится. Добавляю соль и черный перец. В данном случае я использую смесь перцев. Также я добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока. Конечно, соль, черный перец и специи добавляйте по своему вкусу. Хотя именно в эту начинку чаще всего используют только соль и черный перец. И чтобы фарш получился более сочный, в него добавляют немного воды и хорошо вымешиваю. Воду добавляйте, исходя из консистенции фарша. Он не должен быть слишком жидкий, но и вместе с тем не сухой. Я добавлю немного пока. У меня еще фарш достаточно сухой. Добавлю еще воду. Вот такая консистенция фарша меня вполне устраивает. Он должен как бы легко размазываться. Чтобы понять, какой фарш получился на вкус, я его попробую. Но я не рекомендую пробовать сырой фарш. Я откладываю немного и отправляю в микроволновку. Фарш получился очень вкусный. Начинка готова. Когда тесто отдохнуло, оно стало более эластичное. Оно будет хорошо растягиваться и не будет рваться. Раскатываю его вот в такой длинный валик и разделю на 12 частей. Я буду делать 12 чебуреков. Конечно, вы можете делать чебуреки любого размера, какого вы хотите, больше или меньше. Каждый кусочек теста у меня получается примерно по 64-65 граммов. Подкатываю их в шар. Как видите, я не пользуюсь дополнительно мукой. Тесто очень хорошее, гладкое. Обязательно закрывайте кусочки теста сверху пленкой, чтобы они не заветривались. Формую чебуреки. Рабочую поверхность смазываю растительным маслом. Скалку я также слегка смазываю растительным маслом. Для формовки я не использую муку, чтобы она потом не обгорала в масле. Кусочек теста выкладываю нижней стороной вверх и раскатываю в тонкую лепешку. Стараемся раскатать тесто как можно тоньше. У меня получилась вот такая тонкая лепешка. Как видите, она буквально вся просвечивается.
Выкладываю на одну половину фарш, размазываю его, не доходя до края. Накрываю сверху второй половиной теста. Стараемся выпустить воздух. Хорошо сначала прижимаю пальцами, а затем по краю прохожусь вилочкой. При желании тесто можно обрезать фигурным ножом для красоты, подровнять слегка края. Доску я смазала растительным маслом. Аккуратно приподнимаю чебурек, посмотрите, какой он красивый, тонкий получается. Выкладываю его на доску, смазанную маслом. Точно таким же образом я формую еще один чебурек. И сразу ставлю разогреваться масло и буду их обжаривать. И так у меня получится такой конвейер. Я буду лепить чебуреки и сразу же их обжаривать. Я включила разогреваться сковородку и наливаю достаточное количество растительного масла. Чебуреки жарим во фритюре. Также сразу я подготовила поднос с бумажными полотенцами, куда буду выкладывать готовые чебуреки. Чтобы понять, разогрелось ли масло, отправлю обжариться обрезки теста. Тесто фактически сразу всплывает, значит масло хорошо разогрелось. Самое главное, температура масла не должна быть также слишком горячей, чтобы чебурек не сгорел. Кстати, вот эти вот обрезочки, они тоже очень вкусные, только не сладкие. Отправляю обжариваться первый чебурек. И у меня здесь в сковородке поместится еще один. Один из секретов приготовления чебуреков, чтобы они получились вот такие воздушные и пупырчатые, обязательно поливайте их сверху горячим маслом. Обжариваю чебурек в течение 4-5 минут до красивого золотистого цвета на среднем огне. Аккуратно переворачиваю чебуреки на другую сторону. Вообще чебуреки можно несколько раз перевернуть туда-сюда, чтобы они красиво обжарились до золотистого цвета. Обязательно выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Отправляю обжариваться следующую партию чебуреков. Посмотрите только, какие красавцы чебуреки получаются. Какие они пузырчатые, хрустящие. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!